помнить это чувство, когда запускали свою первую игру на приставке. Сидишь перед этим огромным, но таким родным светящимся экраном, а мир вокруг исчезает. Только ты, джойстик и пиксели, пульсирующие в темноте. А что если погрузиться в это снова? Вернуться в то время, когда каждый уровень был вызовом, а каждый звук игры настоящим открытием. Готовы вернуться к истокам? Время отправиться назад. Давайте начнем. Узнали хардкорный хит своего детства? Представьте только, идею для приставки мне, можно сказать, подсказал AliExpress, подсунув в рекомендуемое этот кинескоп. Я его только увидел и сразу понял, что из него можно сделать необычную вещь. Когда я заказывал монитор, отзывов практически не было, поэтому брал кота в мешке. Судя по всему, экран плохо переносит транспортировку. Или его плохо упаковывают, но и цена поэтому невысокая. Ссылка на товар будет в описании, а самые внимательные смогут узнать, где можно взять пару дисплеев, поближе, чем в Поднебесной. Не перематывайте. Мне, к счастью, повезло, и дисплей приехал ко мне рабочим. Для обвязки и подключения понадобится два переменных резистора и пара разъемов. Настройка — это отдельная тема. Мы обсудим ее дальше. На картинках нам показывают варианты от Sony и Tosha. Но мне приехал ноунейм с большими отклоняющими катушками, из-за чего пришлось увеличивать габарит приставки. Посылку с экраном ждать долго, поэтому есть время подготовить остальные части нашего кирпича. Именно такое рабочее название мне показалось наиболее подходящим. Основу электронной начинки будет представлять микроконтроллер RP2040, а программные и схемотехнические решения можно найти на классном сайте murmulator.ru. Ссылки на сообщество в Telegram также прикреплю. Обязательно подпишитесь. На входе присутствует легкий фейс-контроль, но благодаря этому царит дружеская легкая атмосфера, разбавляемая байками про паяльники за несколько тысяч евро для пайки КТ-315Б. Сейчас вы видите модульную консоль, про которую я рассказывал в предыдущем видео. Именно на ней я отработал опрос кнопок через 8-битный регистр для эмуляции джойстика, вывод звука через ЦАП и его усиление, а также работу с картой памяти. Если не видели или первый раз на канале, загляните, проникнитесь атмосферой. А пока я готовился и играл в Брюс Ли, привезли мой LT-монитор. И я начал его подключать. Все навесным монтажом, на соплях, дюпонах и припое. Сколько было радости, когда картинка появилась первый раз. Если будете подключать самостоятельно, запомните, без внешних переменников картинки не будет. Осциллограф очень пригодился. Без прибора было бы сложно понять, выдает ли пика правильный сигнал. А тут и строчная синхронизация, и уровень черного, и цветной модулированный яркостный сигнал. Все как в учебнике. Очень мешала съемке развертка, когда кадр камеры наползал на кадр на экране. И хотя в телефоне есть автокомпенсация, справлялась она далеко не всегда. Поэтому если видите черную бегущую по монитору полосу, знайте. Для глаза она невидима, и монитор работает отлично. Навесным монтажом в системе все работает. Только звука не завезли. Пора переносить все на печатную плату. Размеры ее будут 100 на 100 мм. Как раз, чтобы закрыть плату экрана. Давайте вспомним, что из себя представляет LT или CRT экран. Это технология, которая была основой телевизоров и мониторов на протяжении десятилетий, до того, как ее вытеснили более современные технологии, такие как ЖКЕ и OLED. LT использует электронно-лучевую трубку для формирования изображения. Внизу расположены электронные пушки, излучающие поток электронов, бомбардирующих экран. Они и заставляют экран светиться. А катод является источником этих электронов, которые разгоняются и направляются через вакуум к аноду, напылению на внутренней стенке вверху трубки, на которой подано высокое напряжение. А это магнитные катушки. Они создают электромагнитное поле, которое отклоняет электронный луч для его точного попадания на экран. Именно для настройки отклоняющего магнитного поля и предназначено столько потенциометров на плате экрана. И то, на что мы в основном смотрим, люминесцентный экран. Он покрыт специальными фосфорицирующими соединениями, которые светятся при попадании на них электронов. Все запомнили? Отлично. Достаем ручки, тетрадки, пишем контрольную работу. Ладно, представим, что у нас дежурство по столовке. В
В комментариях под прошлым видео меня предупреждали о нагреве транзистора до неприемлемых температур. В моем случае все оказалось в норме. Возможно, попалась плата с улучшенными элементами. Рука вполне выдерживала температуру радиатора после продолжительной работы. Но вы в своих обязательно проверяйте. Потребление экрана, как вы могли увидеть, в районе 450 мА. Что ж, вполне приемлемо. Там трудовик сказал, что пора платы в платочной делать. Пошли. Плату будем делать в Easy IDA. Ссылка на проект внизу. По сути, это немного дополненная версия мурмулятора. Обратите особое внимание на распиновку платки RP. Даже при внешнем сходстве пины могут быть разные. Я сам попался. Питание организуем от 12 вольт. Через линейный стабилизатор понизим их до 5. Установим порт PS-NADV для подключения клавиатуры. Добавим картридер для хранения ромов и прошивок. Через ЦАП на основе резистивной матрицы R2R мы будем получать видеосигнал. Через регистр будем опрашивать кнопки, разъем для второго джойстика, кнопки основного игрока, ЦАП для вывода звука, ну и, конечно, оконечный усилитель. С ним вышла небольшая беда. Он пришел размера меньшего, чем было заявлено. Пойдем на плате покажу. Выходные цепи совпадают, а вот входные пришлось наращивать проводами. Плату сделал на элементах 0805, так что любой справится с монтажом. А все соединительные дорожки на обратной стороне, ну, разве что кроме второго джойстика, можно сделать просто перемычками. И по сути получится односторонняя плата. И куда же без визуализации? Вот так будет выглядеть наша плата, когда мы ее сделаем или закажем производство. Жаль, что Easy IDA перестала отправлять платы к нам. Но гербера можно экспортировать и передать на любое производство. Также можно экспортировать модель платы для разработки корпуса по ней. Я же ждать не хотел, поэтому сделал плату по старинке, лазерно-утяжной технологией. Подробно на ней я останавливаться не буду. Описал ее в ролике Мани-корпус. Загляните, там тоже интересно. А пока минутка ASMR. Нам помогло? Для переходных отверстий заказал такой комплект мини-сверл. Не бог весь что, но за свою цену топ, как любят повторять любители Xiaomi. Если кому нужно, пишите, дополню описание ссылкой. Проинспектировать плату можно с помощью самодельного микроскопа из фотоувеличителя. Ролик также есть на канале с моделями и ссылками. Будет полезно, красиво и недорого. Жаль только без бинокулярности. Для супер тонких работ нужен МБС-10. Кривовато отверстий насверлил, но все в допуске. А вот и практическое применение микроскопа. Нашли короткую непротравленную дорожку, разрезали скальпелем, и все стало хорошо. Мой безотмывочный флюс слегка расстроил меня. Натянул за выходные влаги и окислил плату. Жаль, конечно, хотелось медную под лак для аутентичности, но придется облудить. Искал медь, нашел припой. Небольшой промежуточный тест прошел хорошо. Даже кадровую синхронизацию удалось поймать. В итоге, после монтажа вот такая красота получилась. Не без косяков, но все работает. Осталось корпус под нее сделать.
Корпус был спроектирован в Tinkercad. Он простой, бесплатный, еще и онлайн. Все как я люблю. Батарейный отсек у меня покупной, но в принципе подойдет любой. Одна проблема. Плата импортировалась не очень хорошо, хотя в других редакторах проблем с ней не было. Но элементы на своих местах, пришлось только текстолит нарастить зеленым примитивом. Модель батарейного отсека не моя. Ссылку на покупной я оставлю. Крышку делал с запасом, должна подойти к любому. Отсек и держатель аккумуляторов крепятся снизу на саморезы. Нижняя часть простенькая, со ступенчатыми отверстиями под винты. В верхней части расположено управление кирпичом, переключатель заряд-работа, регулировка яркости и контраста и настройка громкости. Также не забудьте про депад, кнопки Start Select и А и Б. Ну вот опять отсылка к прошлому. В верхней части расположены отверстия под дополнительный джойстик, клавиатуру PS2 и USB. Сбоку корпуса находится отверстие под SD-карту и разъем для зарядки. Также вы можете видеть сквозные вентиляционные отверстия с двух сторон для охлаждения платы. Посадочные места для динамиков, а также отверстия для крепления платы управления. А вот так кирпич выглядит в сборе. Проект будет доступен, так что вам останется только скачать его и распечатать. А я пошел заводить свой 3D принтер. Первая печаталась крышка, по традиции без поддержек, с самым дешевым пластиком, поэтому качество немного играет. Мне уже пришли все комплектующие на новый принтер, который будет воплощением идеи сборки 3D принтера без 3D принтера. На серийных деталях, поэтому подпишись и поставь колокольчик, если не хочешь пропустить выпуск. Все будет также подробно и со ссылками. Можно также подкинуть мне мотивации, оформив спонсорство. Так мне будет совестно затягивать выпуск новых видео. В любом случае, буду рад комменту, лайку, спасибо. Единственная деталь, где добавил немножко поддержек от стола. И то, наверное, зря. Ну вот практически все в сборе, кроме пары кнопочек. Все подходит идеально. Отверстия совпадают. Значит, моделька получилась хорошая. Было пару недоработок, но я их уже исправил. А мне пришлось поработать немного дремелем. Все для вас, мои дорогие подписчики. Ну а я обработал края, удалил юбки и, конечно же, проверил нашу навесную печать. Все очень крепко. Корпус сошелся, монитор влез в него с запланированным зазором. Время разместить плату эмулятора, установить динамики, аккумуляторы и потенциометры и собрать все это в функциональную единицу. Для установки динамиков будем использовать клей любая буква 8000. Вот у меня попалась. Приклеиваем защитные пылевые сетки и динамики в посадочные места. Динамики можно еще и по периметру облить. Следующим делом устанавливаем плату. Убеждаемся, что кнопки попали на свои места. И идем рассверливать посадочные отверстия. Я сверлил тем же сверлом, которым делал отверстия в плате. Таким образом плата была и направляющим. В этом случае все отверстия будут на своих местах. В насверленные отверстия вплавляем подготовленные бабышки. По окончании работы корпус выглядит так, а сверху я уже разместил модуль зарядки. Он может заряжать 3 последовательно соединенных литий-ионных аккумулятора током в 2 ампера. Ссылочку на AliExpress тоже дам в описании. Думал, хоть в этой сборке обойдусь без китайского клея, но звезды не сошлись. Пришлось приклеить 2 электролитических конденсатора, которые стоят на выходе ЦАПа. Следующим шагом обработал динамики. Припаял провода, обжал разъем и для безопасности наклеил 2 слоя каптонового скотча на металлическую часть динамика. Хоть они и не достают до платы, но перестраховаться не помешает. Напихиваем кнопки, и у нас все готово к установке платы. Вот, вставляем плату, подключаем динамик и радуемся, что все кнопки нажимаются. Вкручиваем винты в заранее подготовленные бабышки. Помните, что прилагать чрезмерные усилия не нужно. Вплавленные со стороны винтов бабышки держатся не намертво. А вот и результат. Все держится довольно уверенно, кнопки нажимаются хорошо. С верхней частью закончили, пора приниматься за нижнюю. В нижней части по плану нам нужно разместить потенциометры, переключатель и держатель аккумуляторов. Соединил выводы держателя, чтобы аккумуляторы были соединены последовательно. Вместо одного провода впаял предохранитель.
Очень неприятно случайно закоротить такие мощные банки. Предохранитель Валера нам поможет. Отверстия под держатель в модели не предусмотрены, так как у каждого они будут свои. И еще один совет. Бабышки для АКБ вплавляйте с внутренней стороны, так их будет практически невозможно вырвать, а батарейки весьма массивные. Держатель уже можно прикручивать посильнее. Провода от батареи выведены в специальное отверстие. И тут я не захотел ставить никаких разъемов и припаял все паяльником. И к модулю зарядки, и к переключателю. Приставка сможет или заряжаться, или быть включенной. Таким образом, соблазна поиграть на зарядке не будет. До пуска остаются сущие пустяки. Подключить регуляторы яркости, контраста и управления громкостью. Не забывайте, звук у нас стерео, поэтому потенциометр двойной. Зарядка уже подключена. Бардак знатный получился. А помните, я обещал рассказать, где взять экраны? В телеграм-канале Мурмулятора в продажах человек отдавал их бесплатно. Эх, жалко, что я увидел это уже после того, как свой заказал. Поторопитесь, их осталось пару штук. Надеюсь, вам повезет. Ну а мы подключаем питание, выход видео и первый пуск. Завелось, только звук где? Так вот, я же забыл разъем подключить. Сейчас исправим. Затарахтело. Обратите внимание, как электромагнитное поле динамиков влияет на электронно-лучевую трубку. Изображение дрожит в такт звуку. Практически все. Заправляем провода, специально оставленный для них зазор. Ну все, можно скручивать. Хотя нет, не все. Забыл рассказать вам про настройку. Подстроечных резисторов на плате монитора довольно много, но все они подписаны и интуитивно понятны. Немного привносит сложности реакция трубки на отвертку, но тут либо специальную покупать, либо деревянную вырезать, либо наловчиться обычной работать, запоминая изображение до искажений. Со временем все получится. Только будьте осторожны с повышающим трансформатором. Напряжение там довольно высокое, помните про технику безопасности. Индикатор зарядки я не делал, но так как корпус у меня белый и прозрачный, видно, что когда приставка заряжается, она горит красным, а когда заряд окончен, загорается синий цвет. Как я уже говорил, играть и заряжать одновременно не получится. Разъем обыкновенный, USB Type-C. Из неприятного, плата наотрез отказывалась видеть SD-карту с прошивкой загрузчика. И для перешивки на другую платформу пришлось сделать дополнительное отверстие. Зажимаем через него кнопку, подключаем USB и прошиваем что хотим. Dendy, Game Boy, Sega, Spectrum. Не очень удобно, но не смертельно. Проверить RP с самодельной платой немного проблематично. Текстолит не выдержит такой демонтаж. Но возможно дело и в излучении самого экрана. Фонит он вокруг, уверен, знатно. Конденсатору по питанию, к сожалению, не помогли. Возможно, что на заводской плате такой проблемы не будет вовсе. Внизу есть два индикатора. Один включение красный и загрузки синий. Светятся они очень классно, особенно в темноте. Ну и куда ж я без робокопа? Очень атмосферная получилась приставка. В руке лежит как влитая. Играть хочется постоянно. Второй джойстик тоже работает. Главное не забывать включать его в настройках. Ну и самая подходящая игра на двоих, конечно, Чип и Дейл. Ну и куда без самой знаковой игры на Денди. Супер Марио. Отвал башки. Блин, забыл в какую трубу лезть. Может, кто помнит в какую по счету? Еще из недоработок первой версии. Очень неудобно доставать SD-карту.
Но в новой 3D модели я эту проблему уже исправил. А самое главное, в эту консоль прямо хочется играть. Она не отпускает. Как будто ты снова в детстве и опять прогулял школу. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте вставлять батареи правильной полярностью. Спешить нам уже некуда. Возможно, о чем-то забыл рассказать. Если появятся вопросы, смело пишите их в комментариях. Или в мой телеграм. Ссылка будет тоже в описании. Если захотите что-то подобное, тоже пишите. Но вещь получилась откровенно недешевая. Но такая душевная, что ни о чем не жалеешь. Пока. До новых скорых встреч.